Всем привет! С вами инженер-электрик Якимов Игорь. Сегодня будем рассматривать измерительный комбайн GD188 от компании GVDA, который включает многофункциональный мультиметр, осциллограф и генератор. Он решает большинство задач, которые встречаются в электрике, радиотехнике и автоматике. Интерфейс прибора интуитивно понятен, за исключением некоторых нюансов, которые рассмотрим в ролике. Ссылка на прибор есть в описании. Если вас интересуют другие приборы и секреты домашних мастеров, то подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Особая благодарность за ваши лайки и репосты. Прибор поставляется в такой красивой и крепкой упаковке. Сзади на упаковке указана достаточно скудная информация о возможностях этого прибора. Возможности этого прибора реально шире. Вскрываем упаковку. Внутри находится удобный бокс, который можно носить с собой за эту петлю. Вскрываем бокс. Кроме бокса к прибору идет такой вот чехол. Возможно, вам удобно носить прибор будет в нем. Также в комплект входит такая инструкция на английском языке. После моего ролика вы сможете пользоваться прибором и без инструкции. Обращаю внимание, как лежит прибор. Провода находятся рядом с прибором. Это позволило уменьшить толщину бокса. К тому же, исключена возможность, что провода продавят дисплей, если нажать на этот бокс. Вот провод для зарядки прибора. С одной стороны разъем USB, который можно подключить к любой зарядке или порту на 5 вольт. И разъем Type-C, который подключается к прибору. Где он находится, я покажу чуть позже. Длина этого шнура полметра. А вот провода с щупами, они довольно мягкие. На иголках щупов и на разъемах есть колпачки, которые защищают их от грязи и окисления. Довольно красивый дизайн прибора. Сбоку обрезиненные бока, чтобы удобно его было держать. Здесь подключается шнур для зарядки. Снизу находится подставка. И мы можем поставить прибор таким вот образом. Давайте включим прибор, повернул переключатель. Довольно большой цветной экран. Правда, отображение больших цифр оригинальное. Отображаются только их контуры. К этому нужно привыкнуть. Тут знакомый для многих пользователей мультиметров переключатель трещотка. Он имеет подсветку, которую я считаю излишней. Это подсветка ручки переключателя. И эти два огонька. Они больше добавляют красоты, чем практичности. Если бы для каждого положения был бы свой цвет, то я бы признал пользу. Но этого нет. И я его воспринимаю как дополнительную иллюминацию. Я не доверяю вообще таким переключателям-трещоткам. Как будет работать она в этом приборе, время покажет. На старом добром 830 мультиметре подобная трещотка ломалась, после чего ее приходилось ремонтировать. Хотя всегда удавалось отремонтировать, по крайней мере это ремонтно пригодно. Для переключения в режим генерации сигнала служит красная кнопка, которую нужно удерживать. Ее еще можно использовать для регулировки яркости экрана. Для включения режима осциллографа нужно удерживать секретную кнопку «Авто». На ней не указано, что она включает осциллограф. Третьей кнопкой можно запоминать значения и осциллограммы на внутреннюю память прибора. Подробнее об этих кнопках поговорим позже. Выше 4 функциональных клавиши, значения которых отображаются на дисплее прибора. Снизу 4 разъема. Общий ком, разъем для основных измерений и 2 других для измерения миллиампер и ампер. Разъем миллиамперы также используется как выход генератора сигнала.
Сверху находится светодиодный индикатор, который используется в некоторых режимах работы прибора. Для начала изучим наиболее интересный режим, это режим осциллографа, из-за которого я этот прибор и заказал. Для этого удерживаем кнопку «Авто». Особенность этого осциллографа, что для измерений используются обычные провода от мультиметра, а не стандартные провода от осциллографа, типа такого или такого. Причем на стандартных проводах есть делитель напряжения, который переключается прямо на проводах. В нашем же приборе этот делитель выполнен в виде трещотки. В данном положении можно замерить напряжение с размахом до 1,6 вольта при входном сопротивлении 1 мегаом. А в этом положении до 1600 вольт при входном сопротивлении 5 мегаом. Полоса пропускания этого осциллографа 12 МГц. Давайте подключим внешний генератор. Для этого использую прибор от FNIRSI, обзор на который я буду делать позже. Подписывайтесь на канал, чтобы этот обзор не пропустить. Нажимаю клавишу «Авто». И наш осциллограф подстроился под сигнал. Этот сигнал мы можем расширить. Вот максимальная ширина, на которой можно развернуть сигнал 2 МГц. Выходим. Мы также можем этот сигнал чуть побольше сделать. Выходим. Как видите, сигнал 2 МГц уже отображается узким. И реально разглядеть форму сигнала частотой более 2 МГц затруднительно. Разве только можно зафиксировать наличие генерации в районе от 2 до 12 МГц. Иногда и этого достаточно. Давайте посмотрим, как осциллограф регистрирует помехи. Вот я переключился в режим милливольты, нажал режим авто. И у нас показывает, что помехи частотой 50 Гц и размахом 12 милливольт. Даже при таких шнурах помехи небольшие. Если мы будем замерять сигнал более полувольта, то помехи практически не скажутся на показаниях. Смотрим на дисплей. Тут отображается постоянное или переменное напряжение. Тут временная база на одну клетку. Тут напряжение на одну клетку. Срабатывание триггера по фронту или спаду. Режим работы триггера. Отображается состояние триггера и состояние заряда батареи. Снизу указаны характеристики измеряемого сигнала. Давайте осциллографом проверим напряжение в розетке. Здесь мы видим размах напряжения. Тут, как я понял, среднее значение, и оно около нуля. Тут среднее квадратичное значение сигнала, а тут частота сигнала. Давайте подрегулируем временную развертку. Можем так расширить. Оставляем так. Выходим. Также мы можем подрегулировать размах напряжения. Нажимаем. Вот мы сделали синусоиду побольше. Так ее удобнее изучать. Выходим. Этой клавишей мы входим в режим регулировки триггера. Тут управляем, осциллограмма формируется по фронту или спаду. Этой клавишей управляем режимом работы триггера. Автоматический, разовый, нормальный. Возвращаемся в режим авто. Этой клавишей мы можем подрегулировать уровень срабатывания триггера. Вот мы управляем вверх, вниз. Или можем сбросить в нулевое значение. Последними двумя клавишами я рекомендую пользоваться, если понимаете, как это работает. Если не знаете, оставляйте автоматический режим. Если вас интересует, как правильно пользоваться режимом триггера, то пишите в комментариях. Если будет желающих много, я сделаю по настройке триггера отдельное видео. Жаль, что в этом приборе не предусмотрена регулировка положения синусоиды. То есть ее невозможно подвинуть целиком вверх-вниз, вправо или влево. Выходим из этого режима.
Чтобы остановить сбор данных и остановить обновление синусоиды, нажимаем клавишу Save. При этом тут у нас отображается стоп. И сейчас мы можем более подробно изучать остановленную синусоиду. Но мы ее можем изучить в другой раз. Длительно удерживаем кнопку Save. И мы можем запомнить синусоиду в одну из ячеек. Выбираем ячейку клавишами F1, F2. Вот у нас по F1 уже запомнена синусоида. Выбираем F2. Нажимаем Save. И наша синусоида запомнена. Чтобы очистить ячейку, нажимаем Erase. Выходим из режима, длительно удерживая клавишу Save. Если нам нужно будет позже изучить синусоиду, то входим в сохраненные значения, длительно удерживая клавишу Save. Находим необходимую ячейку и изучаем. При этом режим осциллографа должен быть включен. Иначе мы войдем в сохраненные значения мультиметра, но об этом позже. Выходим. Давайте посмотрим, как работает генератор. Я подключил осциллограф. Шнуры тут подключены по-другому. Включаем генератор, длительно удерживая красную клавишу. Как видите, у меня подключена синусоида, и она отображается на осциллографе. Давайте поменяем частоту. Нажимаем. Как видим, частота регулируется от 100 Гц до 100 кГц. Тут фиксированные значения. Значения вы видите на экране. Выходим из этого режима. Мы можем включить треугольные импульсы. Выбираем. Выходим. Как видим, у нас на выходе треугольные импульсы. Давайте посмотрим, какие частоты мы можем выставить. Нажимаем. У нас частоты от 100 Гц до 50 кГц. Выходим. Мы можем выбрать прямоугольные импульсы. Прямоугольные импульсы мы можем генерировать частотой от 100 до 50 кГц. Выходим. Для прямоугольных импульсов также мы можем регулировать скважность. Нажимаем. Выбираем скважность 80. Выходим. Как видим, они тут отобразились. Мы можем регулировать напряжение выходного сигнала. Нажимаем F4. У нас выходной сигнал регулируется от 0 до 3 вольт. Шагом, как вы видите на экране. Выходим. Если нам надо выключить сигнал, нажимаем авто. Как видите, сигнал отключился. Нажимаем авто опять. Включился. Длительно удерживаем красную клавишу. И выходим из режима генерации. А теперь посмотрим работу прибора в режиме мультиметра. Измерим напряжение в розетке. Подключаем щупы таким образом. Включаем прибор в режим измерения в вольтах. В таком режиме прибор измеряет постоянное напряжение до 1000 вольт и переменное до 700 вольт. По умолчанию прибор включился в автоматический режим выбора диапазона измерений. Прибор к розетке мы уже подключили. Как видите, прибор сейчас включен в режим измерения постоянного напряжения, и это отображено значком DC. Нажимаем клавишу F3, и мы замеряем напряжение в розетке. Прибор сам выбрал диапазон измерений и показал нам 235 вольт. При необходимости мы можем изменить диапазон измерений, нажав клавишу F4. Оставляем прежний диапазон. Обращаю внимание, при напряжении более 24 вольт прибор это предупреждает 3 звуковыми сигналами, миганием красного светодиода, и отображается значок «Опасное напряжение». Нажав еще раз клавишу F3, мы можем узнать частоту в сети. Еще раз нажимаем, видим скважность сигнала. Нажимаем еще 2 раза и возвращаемся в режим измерения переменного напряжения. Нажимаем кнопку F2. Мы переключаем прибор в режим измерения максимального и минимального пиков напряжения. При этом мы продолжаем наблюдать за измерением напряжения.
а уже зафиксированные пики напряжения отображаются тут. При этом мы можем приостановить замеры этих значений клавишей стоп, а можем продолжить. Выходим из этого режима. Полученное значение мы можем запомнить в одну из 100 ячеек памяти. Нажимаем клавишу Save. Этот режим аналогичен режиму Hold, то есть мы временно запоминаем значение, и оно отображается тут, но при этом замер продолжается, и реальное напряжение мы можем увидеть здесь. Если мы долго будем удерживать клавишу Save, то можем это значение записать в одну из ячеек памяти. С помощью F1 и F2 мы определяем ячейку. Тут выбираем единицы, а тут выбираем десятки. Нажимаем клавишу Save, и мы запоминаем это значение. Клавишей Erase мы можем освободить эту ячейку. Выходим из режима, длительно удерживая клавишу Save. Если нам опять нужно посмотреть сохраненные значения, длительно удерживаем Save, и мы можем найти ячейку с сохраненным значением. Выходим из режима. Обращу внимание, если мы будем измерять пики значения долго, то у прибора может сработать функция автовыключения, и эту функцию можно отключить. Мы выключаем прибор и включаем вместе с нажатой клавишей F1. И как вы видели, при включении отображается Auto Power Off. Функция автовыключения отключена. Если вам нужно отключить звуковой сигнал, включайте прибор с нажатой клавишей F4, и у нас включится тихий режим. В этом приборе есть еще одна интересная функция. Это замер относительных значений. Давайте работу этой функции проверим с помощью замера напряжения на батарейке. Прибор у нас включен в режим замерения постоянного напряжения, что отображается значком DC. Замеряем напряжение на батарейке. Нажимаем клавишу REL. Теперь напряжение на батарейке является опорным. И напряжения на щупах будут измеряться относительно этого значения. Теперь мы отключаем батарейку и уходим в минус относительно значения этой батарейки. При этом тут у нас отображается значение опорного напряжения. Если мы перевернем щупы, то у нас уже будет отображаться удвоенное напряжение. Для выхода из этого режима нажимаем клавишу REL при отключенных щупах. Переключаем милливольты. Тут все работает так же, как и в прежнем режиме, только с небольшими напряжениями, до 600 милливольт. F1, F2, F4 в других режимах работают так же, как и при измерении напряжения. Может только отличаться работой кнопки F3 или Cell, в которой выбирается режим измерений. Следующий режим – это режим измерения сопротивления, проверка диодов и режим прозвонки. Цепь при этом должна быть обесточена. По умолчанию включен режим измерения сопротивления. Давайте замерим. У меня резистор 1 кОм. У нас показало 991 Ом. У нас показания соответствуют с пределом допуска 1%. Давайте посмотрим другие резисторы. Вот 995 Ом. 1 кОм. Этот резистор точно попадает в номинал. Следующий 996 Ом. Чтобы переключить прибор в режим проверки диодов, нажимаем клавишу Cell. Проверим светодиод синий. Прибор зажег светодиод, и падение напряжения у нас 2,5 вольта. Переворачиваем светодиод, и у нас показывает OL, что значит бесконечность. Таким образом мы проверяем прямое напряжение на переходе и цикалевку диода. Еще раз нажимаем клавишу Cell, и мы переходим в режим прозвонки, который работает довольно необычно. При замыкании он практически без задержек это регистрирует.
а потом сигнал прерывается и уже происходит замер сопротивления между щупами. Звуковой сигнал звучит при сопротивлении меньше 50 Ом. В следующем режиме мы можем замерить емкость. На конденсаторе не должно быть заряда. Если заряд небольшой, то достаточно замкнуть выводы конденсатора. Замеряем емкость керамического конденсатора. У нас получилось 214 нанофарад. Указанная емкость этого конденсатора 220 нанофарад. Прибор замеряет емкость довольно быстро и точно. Проверяем емкость электролитического конденсатора. Вот замкнули ножки, чтобы снять заряд. Замеряем. У нас показала 50 микрофарад. Реальная емкость этого конденсатора 47 микрофарад. Показания прибора соответствуют действительности. На следующем режиме измеряем скважность и частоту. Фактически этот режим дублирует возможности прибора в режиме измерения напряжения. Давайте подключим генератор. Вот мы подключили частоту 2 МГц. И у нас прибор также показал 2 МГц. Давайте подадим прямоугольные импульсы. Давайте поставим скважность 80% и посмотрим, какую скважность нам покажет прибор. У нас показывает 75%. Давайте сделаем частоту поменьше. Сейчас я поставил частоту 10 кГц. При этом скважность показывается более точно. Смотрим частоту. 10 кГц у нас и показывает. Дальше у нас идут измерения в микроамперах и миллиамперах. При этом подключаем щупы таким образом. Использовать эти режимы нужно, если уверены, что ток не превышает 600 мА. По умолчанию он замеряет постоянный ток. Чтобы измерить переменный ток, нажимаем клавишу Cell. Следующий диапазон измерений 10 А. Ставим разъемы таким образом и измеряем. Кнопкой Cell можно выбрать постоянный ток или переменный. Замеряем ток короткого замыкания батарейки. У нас показывает больше 3 ампер. То есть батарейка живая. И ее можно использовать в любых устройствах. Не превышайте ток 10 ампер. Иначе сгорит предохранитель внутри прибора, который придется перепаивать. Следующее положение – это выключение прибора. Это довольно удобно, если выключение есть с двух сторон трещотки. Вот такой у нас измерительный комбайн. Очень красивый дизайн, удобный бокс для хранения и переноски. Каждый для себя должен решить, насколько ему подходят функции данного прибора. А у этого прибора их реально много. Из минусов это ручка-трещотка, хотя я посмотрю, как она со временем себя покажет. В целом прибор хороший и можно использовать на практике. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Их можете задать продавцу прибора. Ссылку я оставил в описании. А также оставьте мнение о данном приборе. Поделитесь видео с теми, кому этот прибор может быть интересен. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Жмите лайк и до встречи в новых и старых видео.